Всем привет! Сегодня я покажу, как связать вот такой квадрат без видимых швов и соединений. Для этого нам понадобится крючок и маркеры. Если у вас нету маркеров, это не проблема, можно использовать обычную булавку, нитку или веревку контрастного цвета. Отмеряем хвостик для бесшовного соединения, кладем пряжу на ладошку, заворачиваем, хвостик уходит вниз, а пряжа идет вверх, рабочая нить. Заводим крючок под хвостик, берем рабочую нить, делаем петлю. Опять берем рабочую нить и вытягиваем. Это наше волшебное кольцо. Сейчас нужно провязать 8 столбиков без накида. Заводим крючок, берем рабочую нить, вот 2 петли. И опять берем рабочую нить и протягиваем. Далее провязываем еще 7 столбиков без накида. Всего должно получиться 8. Проверяем себя, считаем наши столбики. Я провязала 7. Сейчас берем за хвостик и затягиваем наше кольцо. Поправляем пальчиками. Я провязываю последнюю, 8-ю. Когда провязала, я затягиваю окончательно, чтобы у меня не было посередине никакой дырочки. Следующий этап: я вытягиваю крючок, вытягиваю рабочую нить, беру хвостик и возвращаю петли на крючок. Протянула хвостик. Переворачиваем изделие и под первую косичку выходим на лицевую сторону и вытягиваем наш хвостик. Опять переворачиваем. С изнаночной стороны мы крючком заводим под последнюю перемычку. Вот она. И между, вот наша косичка, заводим крючок посередине и вытягиваем наш хвостик на изнаночную сторону. Вот таким образом. В результате получаем незаметное соединение. Следующий ряд мы будем вязать уже с прибавками. Так как этот квадрат и у него 4 угла, у нас будет 4 прибавки. Прибавка состоит из 3 столбиков без накида. Между прибавками мы пропускаем одну, то есть один столбик без накида обычный. Начинаем. Заводим крючок туда, где мы закончили, где у нас выходит хвостик. Берем рабочую нить и делаем первую петлю. Вот наш первый столбик без накида. Сюда же мы должны провязать еще 2. Это будет наш первый угол, то есть первая прибавка. 2, 3. Это наша первая прибавка. Далее нужно для удобства вставить маркер. В прибавке у нас было 3 столбика без накида. Маркер мы вставляем во второй столбик. Вот сюда. Далее провязываем без прибавки обычный столбик без накида. Вот смотрите, как я пододвигаю пряжу, потому что оно могло перекрыть нашу галочку. Внимательно, чтобы не пропустить. Делаю прибавку. Раз. Два. Сюда же я потом прикреплю маркер. И 3. Закончили вторую прибавку. Это же и есть второй наш угол.
ставлю маркер. Далее опять провязываю обычный столбик без накида. Далее делаем третью прибавку. Опять креплю маркер, пропускаю, то есть провязываю обычный столбик без накида. И опять делаю в четвертую уже прибавку, то есть провязываю 3 столбика без накида. Вот он мой маркер. Сейчас будем делать соединение. Повторяем все то же, что делали в первом ряду, только сейчас мы не будем брать рабочую нить, а сразу возьмем уже хвостик. Протягиваем, вот 2 петли на крючке, хвостиком провязываю и вытягиваю его. Готово. Берем, переворачиваем изделие, под первую косичку заводим крючок с изнаночной стороны, берем хвостик и выводим его. Переворачиваем и с изнаночной стороны под последнюю перемычку и в косичку. Вот вышел крючок. Опять берем наш хвостик и вытягиваем полностью. Следующий ряд мы будем делать по такому же принципу. У нас будет также 4 прибавки, но между прибавками уже будет не 1 столбик без накида, а 3. Начинаем вязать. Заводим крючок туда же, где мы и закончили, где наш хвостик. Начинаем мы обычным столбиком без накида. Провязываем 1, 2. И сейчас будем делать прибавку. Достаем маркер и провязываем сюда 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Возвращаем маркер на место. Ставим его, вот наша прибавка из 3, ставим посередине на второй столбик. Готово. Далее провязываем 3 столбика обычных без прибавок. Вот я довязала до маркера. Снимаю и провязываю сюда прибавку из 3 столбиков без накида. Вот получился второй угол. Ставим маркер на место и продолжаем. Провязываем 3 обычных столбика до следующей прибавки. Третья прибавка, возвращаю маркер, опять провязываю 3 обычных столбика, дошла до маркера, провязываю прибавку, в конце я провязываю только 1 столбик без накида, так как начинала я с 2, всего должно получиться 3.
Опять беру хвостик и делаю бесшовное соединение. Следующий ряд провязывается по тому же принципу. У нас останется 4 прибавки, то есть на каждом углу прибавка, но расстояние между ними уже увеличится. Теперь это будет не 3, а 5 обычных столбиков без накида. Закрываю ряд, провязываю последний столбик без накида, так как начала я с 4, вот я довязываю 5 и им же делаю соединение. Дальше вы вяжете по тому же принципу. У вас остается 4 прибавки. Единственное, что меняется, это расстояние между ними. Если в этом ряду у меня было 5 обычных столбиков без накида, в следующем ряду у меня будет уже 7, в следующем ряду 9, 11 и так далее до того момента, пока вы не добьетесь нужного вам размера. Тем временем я уже довязала и хочу показать, как я буду прятать хвостик. Фиксирую хвостик. Я его просто спрячу в косички, чтобы он не мешался. Далее просто продолжайте вязание до конца. В конце отрезаем лишнюю пряжу и сейчас будем делать соединение. Продолжаем также, ничего у нас не меняется. Делаем обычный столбик без накида и делаем соединение точно так же, как и до этого, только уже мы не используем хвостик, а используем только рабочую нить, так как хвостик мы уже спрятали. Я беру крючок меньшего размера, чтобы было удобнее, и просто прячу оставшуюся пряжу. Ну вот, все готово. Осталось хорошенько отпарить, и дно для корзинки или для сумки уже готово. Надеюсь, у вас все получилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!